Здравствуйте, скорпионы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на месяц август по 4 неделям этого месяца. То есть мы раскладываем карты по 4 колонкам. Соответственно, это будет выглядеть как первая, вторая, третья и четвертая неделя. И совет из оракула магических посланий ангелов для того, чтобы понять, как лучше реагировать на те ситуации, те события, которые у вас будут происходить в августе месяце. Итак, скорпиончики, напоминаю вам, что это общий таро-прогноз. Он обрисовывает лишь какие-то основные ключевые моменты, которые происходят в вашей жизни. Надеюсь, большинству из вас этот расклад подойдет, это видео понравится. Надеюсь, оно будет позитивным и порадует вас. Пишите ваши комментарии, ваши отзывы оставляйте касательно этого видео. Я буду очень рада прочитать ваши сообщения, по возможности на них отвечу. Также не забудьте подписаться на мой YouTube канал, кому эти расклады интересны. В любом случае, мне будет очень интересна ваша оценка. Можете поделиться также этим видео с кем-нибудь из знакомых скорпионов. Возможно, кому-то это видео пригодится из ваших близких или родных. Итак, скорпиончики, давайте посмотрим, что здесь у вас происходит. Месяц август, 4 недели этого месяца. Месяца, который уже в принципе-то начался. Но я думаю, что мы еще успеваем с этим раскладом для вас. Мы не опоздали. Итак, первая неделя, вторая неделя, третья и четвертая неделя. И смотрим на дополнительную колоду здесь также, какие карты у вас выпадают. Первая неделя, кстати, смотрите, совпали значения. Здесь в прямом положении двойка кубков, здесь также двойка кубков, которая есть в прямом положении. Затем девятка пентаклей у вас с четверкой кубков в перевернутом положении. Карта шестерка мечей вместе с картой влюбленные в перевернутом. И карта принц кубков или рыцарь кубков, но с перевернутой девяткой кубков. Давайте посмотрим, что здесь имеется в виду. Во-первых, двойка чаш, которая у вас выпадает вместе с еще одной двойкой чаш. Да? То есть, по сути, это карты, которые усиливают энергию друг друга. И они показывают, что вот прям тема партнерства, тема любви, тема отношений, она для вас будет иметь очень большое значение в начале месяца. И она означает прям какое-то идеальное взаимопонимание, обоюдные чувства, какой-то гармоничный союз. Поэтому здесь можно говорить либо о сильной привязанности и взаимности в отношениях, такой сильной крепкой любви, возможно, перемирие у кого-то, кто был в ссоре, кстати, или у кого-то начало гармоничного романа, такого очень, знаете, хорошего, когда вы чувствуете этого человека нового, да, если это новые отношения, как свою вторую половинку, как родственную душу, как будто бы зеркалите друг друга, зеркально отражаете чувства к друг другу, как будто бы чувствуете и понимаете этого человека как себя. В любом случае, это как будто бы очень хорошее такое усиление этой энергии, любви, да, душевного спокойствия и радости от общения с вашей второй половинкой, либо с любыми парными отношениями. Все, что касается гармонии в паре, взаимоотношений с друзьями, да, очень дружеских таких, или с вашими детьми, это тоже парные отношения. Кстати, двойка кубков — это еще карта детей. То есть в любом случае такая очень хорошая комбинация, да, если ее можно назвать комбинацией, я бы сказала, что это двойка кубков в квадрате. Вот это первая ваша неделя. На второй неделе есть четверка чаш, которая здесь идет у вас в перевернутом положении. Видите, что в прямом она такая более позитивная, в перевернутом этот кубок, который он перед собой держит, он расколот. Тоже как бы показывает смысл приблизительно тот же, но тем не менее в сочетании вот с вот этой вот картой, с девяткой пентаклей, да, если смотреть на четверку кубков, то можно говорить о том, что вы готовы как будто бы вернуть себе интерес к жизни. То есть в таком сочетании, если бы она была в прямом положении, мы бы говорили о том, что вы сомневаетесь, стоит ли принимать себе какую-то возможность новую. А здесь в перевернутом она. То есть она все-таки показывает, что вы готовы принять какую-то новую возможность. Может быть, вы раньше ее упускали, а здесь вы готовы ее принять
принять. И также здесь можно говорить о том, что какая-то финансовая ситуация приносит вам радость, а не скуку. То есть здесь хорошее значение, здесь нет одиночества, здесь нет замкнутости, здесь есть желание общаться, потому что это перевернутая четверка кубков, да, это не как бы в прямом положении она показывает скуку, одиночество, какую-то апатию, закрытость. Здесь этого нет, потому что она перевернута. Хоть в прямом она более позитивная на самом деле, да, чем в перевернутом, но значение получается такое. А еще и с девяткой пентаклей, то в целом здесь вот это ощущение самодостаточности и появление желания общаться с другими людьми. Дальше у вас идет карта влюбленные и карта шестерка мечей. Карта влюбленная у вас перевернутая. То есть она здесь, если мы говорим о прямом положении, да, то можно говорить, что, знаете, здесь была бы речь опять-таки о парных отношениях, потому что это влюбленные, это пара, соответственно, да, но так как здесь она идет перевернутая, то можно говорить о том, что есть какие-то, возможно, изменения, происходящие в ваших парных отношениях, и вместе с шестеркой мечей, которая здесь также есть, которая является переменой как таковой, каким-то изменением, то здесь, возможно, у вас появляются какие-то сомнения, и вы можете принять решение, и решение что-то поменять, но принять решение под давлением, может быть, в спешке, или потому что по карте влюбленные вы не подумали хорошо, или послушали чей-то плохой совет, допустим, да? Какой-то кризис как будто бы проходите, и отдалиться можете от своей второй половинки вот в этой третьей неделе здесь, или может быть какая-то ситуация, если мы говорим о это если про отношения, да, если про дела какие-то, то здесь в целом может быть ситуация, где вы, допустим, куда-то едете, что-то меняется в вашей жизни, но не потому, что вам так нравится, потому что влюбленные все-таки перевернутые, а потому что так нужно, да, потому что вот вас вынуждают обстоятельства. Или вы можете бояться сделать какой-то выбор, влюбленные перевернутые, да, потому что вы как будто бы можете бояться сделать выбор и застрять на полпути, то есть начать что-то менять и потом как будто бы побояться сделать какой-то окончательный выбор и вот прямо вот из-за этого остановиться. Карта девятка кубков, которая здесь у вас в перевернутом значении, показывает такую женщину, которая такая очень тучная достаточно, да, на таком вот темном фоне все здесь изображено по этой девятке кубков. И девятка кубков вот именно в таком вот в перевернутом положении она в целом-то может показывать какие-то, вот если бы мы говорили в прямом, то это была бы ситуация достатка, какого-то успеха, празднества, да, здесь может быть тоже какой-то как достаток, но при этом как будто он идет вам во вред, или вы чем-то какое-то пресыщение есть, да, вот чего-то чересчур много, и это может быть вам во вред. И вместе с рыцарем чаш, который здесь у вас также выпадает, можно говорить в целом о том, что, ну да, вы можете здесь на самом деле как будто бы под влиянием эмоций, под влиянием чувств каких-то, может быть, надежд, которые у вас есть по этому рыцарю кубков, согласиться на какое-то, допустим, обманчивое предложение. Или вы можете быть эмоционально неустойчивыми, или присытиться какими-то отношениями, или присытиться чем-то, что раньше приносило вам радость, а сейчас понимаете, что как будто бы вам это больше во вред. Здесь можно говорить о том, что вот вы как будто бы понимаете, что кто-то может быть не совсем искренен с вами, и вы находитесь в состоянии внушения. Также здесь может быть какая-то апатия, допустим, в отношениях, когда не совсем вас что-то радует, допустим, в паре, какие-то обиды могут появляться, к примеру. Или в работе какие-то предложения, которые заманчивые, да, но они могут привести к разочарованию. Возможно, так. Или какие-то траты, расходы, которые у вас здесь могут быть, но они как будто бы из-за того, что вы вовремя не можете остановиться ради вот этого удовольствия, там, не знаю, что-то купить или что-то поесть, или что-то там поменять в своем имидже, да, то есть чересчур много трат, то вот трата ресурсов, неумение вовремя остановиться под влиянием этих эмоций потом могут вас также разочаровать.
Или, допустим, кто-то в вашем окружении вот очень много обещает, но это опять-таки как обманутые ожидания. Много обещает, но по факту ничего не делает. Тоже как вариант. Поэтому, ну вот значений может быть на самом деле очень много здесь, скорпионы. Можете потом написать, что здесь было у вас непосредственно. Мне будет также это интересно. Сейчас мы посмотрим еще одну карту из магических посланий ангелов, что здесь они вам покажут, как вам нужно было бы реагировать на эти обстоятельства, которые у вас будут в августе месяце. Каким образом нужно отреагировать и как себя повести в этих ситуациях. Итак, давайте посмотрим, скорпионы. Купидон. Ну, у нас прям тема здесь двойки чаш, которая началась, да, этих влюбленных, открытости отношений первой, второй недели, потом каких-то там, возможно, трудностей на третьей и четвертой, но в любом случае у вас здесь выпадает карта Купидон, которая делает акцент именно на парные отношения, на отношения любовные, и она говорит о том, что вам нужно вот здесь вот быть открытыми романтическим отношениям в вашей жизни. Потому что кто одинокий, здесь возникают эти отношения, как по мановению волшебной палочки, возможно. Кто в паре, здесь может быть очень теплая, хорошая такая вот ситуация в отношениях, особенно в начале месяца. Вам нужно максимально здесь настроиться на такой романтический лад. Вам нужно постараться отбросить какие-то обиды, если они у вас есть, если это касается существующих уже, да, отношений. Отбросить какие-то обиды и терзания и постараться вот этот мир и гармонию, соответственно, в отношениях своих взращивать, особенно начало месяца. И вам нужно разобраться в своих чувствах в отношении к своему партнеру, в частности, или в отношении того, что вы любите, или в отношении каких-то парных здесь ситуаций, вот с кем-то отношений. Да? Это может быть не обязательно романтические чувства. Купидон, он в целом говорит про любовь. То есть это любовь к своим детям, если они у вас есть, да, к своему мужу или жене, к своим родным, близким. То есть это в любом случае как союз людей, это кто-то вот, да, с кем-то общается, как диалог есть какой-то у вас. Вам нужно разобраться со своими чувствами здесь и понять, что вам не нужно бояться говорить о своих чувствах, любить, проявлять свою любовь, заботу. Соответственно, то же самое вы будете получать. И вам нужно не бояться принимать эту любовь, когда вам о таких чувствах говорят также. То есть карта у вас хорошая, очень романтический настрой для скорпиончиков на август месяц. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.